Xiaomi улучшили драйверы динамиков, теперь мы можем видеть оставшийся заряд кейса по диодам, чипсеты от Qualcomm, а aptX уже на борту. 5 часов автономности и не худшие микрофоны. Это уже четвертые наушники от Halo у меня на обзоре, и все они по-своему хороши. Tube 625, всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, канал мой и он домашний. Все, что интересно мне и вам, я тестирую лично, после чего делаю на этот девайс обзор. Подписывайтесь с колоколом и участвуйте в розыгрышах. В этом месяце целых 12 девайсов на кону. Все условия в описании к видео. Беспроводных наушников на канале много, но в сети вы однозначно не сможете найти негатив на наушники Xiaomi Halo. Их форма практически полностью повторяет AirDots от Xiaomi, но звучат они лучше. И сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Xiaomi Halo GT1 XR. Они безумно похожи на их прошлую модель версии Pro, но отличия есть и их много. Как всегда, пакинг. Однообразно у них все, но мне очень нравится черный картон, который спрятан в стандартную кожуру. На этой кожуре, как всегда, основная информация. Вскрыли нашу прелесть. Внутри наушники, кабель зарядки, древний и ужасный микро-USB. Далее идет инструкция и комплект однородных сменных амбушюр. Амбушюры нормальные, но чтобы сделать лучше пассивную шумоизоляцию, лично мне они особо не зашли. Лучше покупать под эти ушки спинфиты, тем более звуковод позволяет здесь развернуться. Вскрыли. Переходим к боксу. Пузатый такой, скользкий, но в меру. Наушники при тряске из него вылетают так далеко и бодро, что я после этого теста в травке их искал минут 40. Как говорится, эпичный фейл. Форма и размер бокса располагают к ношению в кармане брюк только мужчин, которые хотят добавить себе эпичности и брутальности. Даже лучше носка будет. А если отбросить мои нелепые попытки пошутить, люфт у крышки приличный, размер у бокса большой. Вес видите, как и размер на экране. Очевидный минус — вход для зарядки micro-USB. Это уже, конечно, атовизм, но что делать? Ставят его, значит, будем заряжать им. Большой плюс — это 4 диода индикации оставшегося заряда у бокса. Одной рукой бокс можно открыть без проблем. Емкость у бокса бомбическая. 800 мАч. Ушки 6 раз перезаряжает полностью, еще и остается. Печаль, что быстрой зарядки у бокса нет. Максимум принимает 10 Вт, так что заряжать его вы замучаетесь. Швов на боксе практически не видно. Выглядит очень качественно, хорошо он собран. По наушникам ничем внешне от предшественников не отличаются. В каждом наушнике есть один маленький диод индикации состояния, но при проигрывании музыки, к моей великой и вашей великой радости, диоды не мигают. Очень это отрадно. Размеры и вес видите сами. Ушки меньше 4 граммов каждое, и это делает их максимально невесомыми и удобными. Емкость у каждого наушника 43 мАч. И хватает ее, по моим тестам, на целых 5 часов 20 минут проигрывания музыки на 70% громкости. Тестировал автономность я с 4 пикселем. Приятно, что производитель обещал только 5 часов на 50%. В шторке телефона заряд наушники показывают. Каждый наушник отдельно подключается к вашему девайсу, что позволяет увеличить автономность их работы и уменьшить задержку. Делают это в наушниках давно, но не во всех. В этих делают, и это хорошо. Bluetooth версии 5.0 фризы у меня почти не ловили. В основном рядом с трамваями была печаль. Через одну стену наушники ловят. Отваливаться от телефонов не отваливались ни разу. Подключаются, как и сопрягаются, со всеми девайсами безумно шустро. Переключение между правым и левым проходит незаметно. По одному наушники, конечно же, работают. Управление сенсорное. Сенсоры отрабатывают неплохо. По функциям: включение-выключение наушников, плей-пауза, ответ на звонок и его сброс, и вызов голосового помощника. Можно даже включить игнорирование звонка, но это, мне кажется, уже было лишним у них. Активного шумодава, функции мультиподключения и сенсоров приближения в наушниках, конечно же, нет. Кодеки используются самые ходовые: aptX, AAC и SBC. Стандартно лучше всего использовать эти ушки по кодеку aptX. Внутри довольно внушительная биодиафрагма из шерсти на 7,2 мм, и это прямо сильно для такого размера наушников. Даже не хочу думать, что и от кого они туда запихали, но удался у них не только маркетинг, уши звучат очень хорошо. А звуки подробнее в конце. Защита от воды не заявлена, но я их притопил, пока все работает. Думаю, скромная IPX5 здесь точно есть, как в их предшественниках. Просто забыли в рекламе и в инструкции указать. Микрофоны, как и у всего подобного, не супер, но и неплохие. Лично для меня. Вот вам пример их работы. Пример работы беспроводных наушников Xiaomi Halo GT1 XR у дороги. Вот сейчас мимо меня проезжают машины, но самое главное, что вы должны запомнить: ветер не сильный, чуть-чуть идет дождь, моросит. И наушники уже побывали у меня в воде, потому что когда их снимал, они слегка
упали. Так вот, после того, как они упали, я не стал их прослушивать. Вот так примерно, если вы попадете в дождь, будут работать наушники на улице. Не думаю, что хорошо, но и не все ужасно, если смотреть на картинку, как у меня диктофон записывает. И сейчас я, допустим, еще и иду. Вот. А учитывая, что во время ходьбы с таким шумом они что-то еще и пишут, еще и затычки, это я считаю, что неплохо. Напоминаю, что записываю все это на Redmi Note 7. К Redmi Note 7, кстати, наушники подключаются по кодеку aptX. Пример работы микрофонов наушников Xiaomi Hello GT1 XR в помещении. В помещении, как вы слышите, работают микрофоны более-менее. Напоминаю, что недавно они побывали у меня в воде. Так что если уж совсем все плохо, то попытаемся списать на это. Но мне кажется, что все более-менее хорошо. Во всяком случае, в помещении в них разговаривать возможно. Но что хотеть от лоукоста? Слышно, и то неплохо. Задержка у наушников минимальна, играть можно, и никакого здесь игрового режима не нужно. Достаточно, чтобы по aptX наушники работали. Вот вам пример задержки. Звучание. Для начала громкость. С разными девайсами разное. С OnePlus 7T Pro наушники орали знатно. На максималках не хрипели, звучание объемное, детализация для лоукоста просто отличная. На эквалайзер реагирует. По ощущениям от версии Pro звук не отличается, но однозначно богаче и насыщеннее обычных первых версий. Бас не акцентированно, высокие на средние не заползают. По факту перечислю относительно версии Pro, какие появились изменения. Появился кодек aptX, увеличилась автономность и емкость бокса. Притом размеры остались полностью идентичные, как и материалы. Ну и защита от влаги IPX5 в версии Pro непонятно куда пропала. Цена по ссылке в описании к видео в сухом остатке у этих наушников $22 с бесплатной доставкой. Понятно, что с купонами и кэшбэками она будет меньше $19 при покупке, тем более через неделю уже начинается распродажа. Там вообще можно будет все очень выгодно покупать. Резюмирую, однозначно советую. Именно с таких наушников нужно начинать знакомство с миром беспроводных ушей. Дешево, стильно, просто, функционально и продумано все. А главное, это адекватный ценник. И повторяюсь, Hello плохого не делает. Если у вас уже на руках есть их затычки, покупать что-то другое их же бренда смысла нет. Только если в подарок или на перепродажу, или с активным шумодавом. Но лучше начинать осваивать наушники-вкладыши еще дешевле, например, QCY T7. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть обзор на них. Безопаснее будут во всех отношениях. Конечно, в этой модели нет активного шумодава, как я уже говорил, но он есть в модели T16, тоже от Hello. Также по ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть на обзор про эти ушки. К сожалению, даже на максимальной громкости в обозреваемой модели в метро заглушить шум наушниками довольно сложно, но при правильном подборе амбушюр возможно. Подписывайтесь с колоколом, участвуйте в розыгрышах на канале, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить на обзор в комментариях. Девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!